Баста, Нагано, Нинтендо. И все это один человек, Василий Вакуленко. 3 разных имени, 3 разных стиля, 3 разные аудитории. И вы никогда не увидите их в одной рекламе. Почему? Потому что это называется сегментацией. И пока вы, как предприниматель, не научитесь разделять своих клиентов так же жестко, вы будете терять деньги, распылять внимание и никогда не выйдете на масштаб. Знаете, сколько людей до сих пор пытается одним брендом, одним голосом, одним тоном продавать и офисному планктону, и каким-нибудь владельцам заводов-пароходов? 90%. И они топчутся на месте просто годами. Сегодня я разбираю экосистему Газголдер. Вы узнаете, как один человек построил 3 независимых бренда, и самое главное, что он не конкурирует сам с собой. Почему крупные рекламодатели платят миллионы только безопасным лицам, и главное, как применить эту модель в своем бизнесе, даже если у вас нет миллионов. Пока все игнорируют эту информацию, так и будете стоять на месте. Вы хотите расти? Тогда смотрите до конца, поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться. Начнем с истории. Василий Вакуленко в начале 2000-х стал известен как Баста. Вот эти вот хиты «Мама», «Сансара», «Выпускной», его знала просто вся страна. К нему пришли рекламные контракты Head and Shoulders, Банк Открытий, Яндекс.Маркет, и Баста стал безопасным лицом для массовых брендов. Но у Василия была и темная сторона. Ему хотелось читать жесткий матерный рэп про дворы, драки, какие-то запрещенные вещества. И если бы он начал это делать под именем Басты, репутация его бы рухнула просто за один день. Рекламодатели разбежались бы, и, соответственно, аудитория раскололась. И что же он делает? В 2007 году одновременно с альбомом Баста 2, по-моему, появляется Нагано. Это новое имя, новый стиль, новая аудитория и четкое разделение. У Басты и Нагано даже гастрольные афиши отдельные. А в 2010 году появляется Nintendo, такой кибергэнг, электронное звучание, образ, вдохновленный, по сути, видеоиграми. Это эксперимент для молодежи, которая выросла на приставках. И Nintendo это уже не рэп, а чистая киберпанк-эстетика. Соответственно, Баста – это, по сути, массовый флагман, лицо для рекламы, стадионов и такой семейной аудитории. Нагано – это нишевый продукт для пацанской аудитории без риска для своего основного деньги приносящего бренда. И Nintendo – это такой тестовый полигон для новых звуков и привлечения зумеров. Это и есть портфель брендов, когда одна компания, то есть холдинг Газголдер, управляет несколькими независимыми проектами, каждый из которых говорит на своем языке и закрывает свою боль. Давайте зафиксируем сразу главный аргумент. Сбер, Яндекс.Маркет, Head and Shoulders. Эти бренды, по сути, работают с многомиллионной аудиторией. Им нужны лица, которые не вызывают спором. И им нужен был именно Баста. А Нагано, он идеален для нишевых коллабораций, то есть бренды пацанской одежды, там, не знаю, какого-нибудь крафтового алкоголя, который очень вреден вашему здоровью, и такая, по сути, рэперская, специфическая тематика. Но вы никогда не увидите его в федеральном рекламе банка, потому что это бы просто уничтожило доверие массовой аудитории. Вот вам еще один пример из реальности. В 2023 году Баста стал амбассадором Золидер, по-моему, называется, бренд мужской косметики. И что мы видим? Реклама идет под именем Баста, не Нагано, потому что уход за собой – это про семейного взрослого артиста, а не про хулигана. Соответственно, вы должны тут сделать вывод для вашего бизнеса такой, что если вы пытаетесь одним лицом продавать и стройматериалы для каких-нибудь крупных застройщиков, и дешевая отделочная работа для частников, то есть, по сути, вы разрываетесь и таким образом теряете обе аудитории. То есть никто не хочет иметь дело с универсальными, так сказать, солдатами. Это все нужно, важно разделять. Теперь давайте посмотрим, как эта стратегия приносит деньги. По сути, у Газголдера 3 типа активов. То есть Баста – это самый такой стабильный денежный поток, у которого массовая аудитория, рекламные контракты, там, стадионные всякие туры, выступления и так далее. Это основа, база, которая гарантирует поступление средств. Нагано – это высокая маржинальность на нише. То есть у него аудитория 10-15% от аудитории Басты. Но эти люди готовы платить больше за закрытые концерты, какой-нибудь там эксклюзивный мерч, винилы и какие-то фан-встречи. То есть маржинальность одного такого фаната может быть в 5 раз выше, чем с обычного массового слушателя Басты. Nintendo.
То есть это такой проект, который не обязан окупаться сразу. Он нужен, чтобы тестировать новые форматы, привлекать молодежь и не устаревать, по сути. И если эксперимент удачный, идеи перекочевывают в основные бренды. Если нет, закрывается без каких-либо репутационных потерь. И главное, тут самый вообще плюс, что издержки общие, то есть студия звукозаписи, продакшн, какие-то административные расходы, все это распределяется на 3 бренда. То есть синергия снижает себестоимость и повышает общую маржинальность портфеля. Соответственно, тут вопрос, по сути, который вы можете себе задать: а у вас в бизнесе есть такая синергия или каждый продукт тянет одеяло на себя, и вы, по сути, из-за этого не можете масштабироваться? Мысленно подумать. Смотрите, в маркетинге есть 2 основных подхода: монобренд и мультибренд. А монобренд — это все продукты выходят под одним сильным брендом. Например, как у Apple, эти iPhone, iPad, Mac — это все Apple. Тут плюс, что экономия, по сути, на маркетинге, но также есть такой минус, что если один продукт провалится, по сути, страдает вся компания. Мультибренд — это когда у компании есть независимые бренды, которые почти не связаны между собой. Например, у Procter Gamble, то есть они выпускают и порошки Tide, и памперсы, и жилет. Плюсы тут, что можно занимать разные ниши, риск, по сути, распределен, но минусы, что выше затраты на само продвижение, то есть нужны затраты на продвижение каждого бренда. Газголдер — это гибрид. Фанаты знают, что Баста, Нагано и Nintendo один человек, но маркетингово каждый бренд самостоятельных. У них разные соцсети, разные релизы, разные концертные программы. Почему это гениально? Потому что это позволяет не размывать, по сути, основной бренд, тестировать гипотезы на нишевых проектах и привлекать разную аудиторию, не создавая внутренней конкуренции. Как мы можем эту, по сути, стратегию принести на малый бизнес? Представьте, что у вас барбершоп. Вместо того, чтобы пытаться угодить всем в одном зале, вы открываете 2 бренда. Например, условно, Top Gun — это быстрая стрижка за полторашку для офисных работников в центре, и какой-нибудь там, что-нибудь Burton Blade, ну, короче, премиальный барбер-салон по записи с виски, с сигарами за 4000 рублей. Одна команда мастеров, 2 потока прибыли и, по сути, 2 разные аудитории, которые не мешают друг другу. Поняли? Но Газголдер — это не только музыка. Посмотрите, какие есть еще активы в портфеле. Это и ресторанные бизнесы Frank by Basta, то есть сеть азиатских ресторанов, по сути, франшиза. Выручка растет от года в год. Горилла — это тоже проект Вакуленко, то есть магазины мерча, ювелирка, амбассадорство, да, вот этот вот Золидер мужской косметики. То есть это все дополнительные каналы для монетизации. И еще был клуб Газгольдер, то есть он был закрыт, но по сути он был культовым. То есть это не про прибыль, а про культуру и лояльность такой ядра аудитории. Зачем это все? Первое — это диверсификация. То есть не класть все яйца в одну корзину. Если музыкальный рынок просядет, рестораны, по сути, его подстрахуют. Синергия. Фанаты приходят в ресторан, потому что это Баста. Ресторан дает площадку для продвижения новых проектов. Третье — это долгосрочная стратегия, то есть выстроенная система, которая работает без ежедневного участия артиста. И это уже не творчество, а целый инвестиционный портфель. Какой тут можно сделать вывод? То, что даже если вы только начинаете, подумайте, какие дополнительные услуги или продукты вы можете добавить, чтобы они работали на ваш основной бренд, но не требовали вашего постоянного присутствия. Франшиза, лицензирование, партнерство, какие-нибудь небольшие цифровые продукты. Вариаций на самом деле масса. Смотрите, я маркетолог, и я, по сути, зарабатываю на стратегиях для бизнеса, то есть сегментация, бренд-архитектура, упаковка, воронки, короче, еще тонны всего. И да, это все, конечно же, стоит дорого. Вообще, маркетинговая стратегия стоит от 300 тысяч рублей по рынку и выше. Потому что это экономия вашего времени и гарантия, по сути, условного результата. Если бюджет позволяет, вы знаете, к кому обратиться. Но я прекрасно понимаю, что не каждый предприниматель на старте может выделить такие деньги только на стратегию. Особенно, когда еще нет уверенности вообще, куда двигаться. Соответственно, для этого я и веду этот канал. Моя задача — это дать вам инструменты, чтобы вы могли научиться хотя бы анализировать, сегментировать, выстраивать системы самостоятельно,
Не потому, что это бесплатно, а потому что это ваш актив, это вам надо. То есть это знания, которые останутся с вами навсегда. Вы сможете применять их в любом бизнесе, в любой точке роста, и для этого не обязательно, не знаю, тратить деньги на инфо-цыган, потратьте эти деньги лучше на рекламу. Соответственно, вы можете либо пользоваться сами, когда поймете, что пора масштабироваться, либо нанимайте профессионала. В любом случае вы в выигрыше. Теперь самое ценное, что делать, если у вас нет бюджета, как у Басты? У вас нет команды из 50 человек, что вы можете сделать уже завтра? То есть это вообще просто базовая база всех баз. Сегментируйте аудиторию, выпишите на листик, не знаю, в Excel, куда угодно, кто ваши клиенты, чем отличаются их боли, какие у них доходы, как они принимают решения. То есть составьте прям полноценный портрет. Если вы продаете всем одинаково, вы проигрываете. Второй шаг – это определите разные голоса для разных сегментов. Не обязательно создавать новый бренд с нуля. Может быть, достаточно отдельного аккаунта в соцсетях или какой-то отдельной рассылки, отдельного тона общения. То есть главное, в принципе, попытаться разделить эти аудитории. Третий шаг – выделите рискованный такой эксперимент в отдельное имя. То есть, если вы хотите попробовать что-то новое, но боитесь за репутацию, сделайте это по другим названиям. То есть, если не взлетит, закройте, по сути, без потери лица для основного бренда. Четвертый шаг – это найдите дополнительный продукт с высокой маржинальностью. То есть, что может стать вашим рестораном, наставничество, готовые шаблоны, закрытый клуб, небольшой цифровой продукт. То есть, что угодно, то, что не требует вашего времени. 24/7 вы не будете этим заниматься. Пятый шаг – автоматизируйте и делегируйте. Пока вы сами отвечаете на сообщения, выставляйте счета, снимаете видео, вы не масштабируетесь. Наймите помощника, используйте CRM-ку, создавайте системы, иначе ваш портфель брендов останется мечтой. Соответственно, я разобрала, как, по сути, один человек, условно один, конечно же, построил бренд-архитектуру, который приносит деньги из 3 разных источников. И главное, что все это работает без внутренней конкуренции, потому что каждый бренд говорит со своей аудиторией. Соответственно, ваша задача здесь не копировать, конечно же, Басту, а вынести принцип, что важно разделять, чтобы не конкурировать даже банально с самими собой. То есть у вас, по сути, есть теперь 2 пути. Взять эти знания и применить самому, то есть сесть, сегментировать свою аудиторию, выделить разные голоса, протестировать нишевые проекты. По сути, у вас есть все, чтобы это сделать. Я помогаю бизнесам выстраивать как раз-таки такие системы под ключ. Подпишитесь на канал, на канале вас уже ждет вагон и маленькая тележка информации, или вы можете подкинуть темку, которую вам интересно было бы разобрать более, так сказать, детально. Стратегия, упаковка, сегментация, ценообразование, вывод, например, продуктов на рынок, воронки, каналы продвижения. Все, что работает в бизнесе на практике. Никакой теории ради теории. Только инструменты, которые приносят деньги и масштабируют ваше дело. Главное – желание понять и разобраться, уловить вот этот вот ход мысли, научиться думать, а не искать легкий путь и волшебную таблетку, покупая какой-нибудь очередной курс.